Привет всем поклонникам BTS по всему миру. Лос-Анджелес внезапно оказался в центре внимания мирового шоу-бизнеса. Среди ослепительных городских огней и внимания международных СМИ произошел шокирующий момент. Эмоциональное признание Ким Тэ Мина, более известного под сценическим псевдонимом Ви, внезапно нарушило тишину. Считается, что это признание, сделанное перед тысячами поклонников и прессой, тронуло сердце Чингука. Остается лишь вопрос, что именно сказал Тэхён? Почему его слова растрогали миллионы поклонников до слез? И как ситуация в Лос-Анджелесе, городе, где BTS традиционно празднует свой успех, могла так резко обостриться? Инцидент произошел на эксклюзивном мероприятии, подробности которого организаторы держали в секрете. Изначально сообщалось лишь о том, что Тэхён посетит музыкальное мероприятие с участием нескольких известных международных артистов, но никто не ожидал, что в атмосфере, которая должна была царить, он внезапно сделает столь личное и эмоциональное заявление. Тем временем Чингук, который в то время также находился в Лос-Анджелесе по делам, как сообщается, узнал о признании напрямую из прямой трансляции, которую смотрели миллионы людей по всему миру. Источники, близкие к ним, заявили, что слова Тэхёна не только тронули сердце фанатов, но и несли в себе скрытый смысл, который, казалось, был адресован именно им. Это заставило многих строить предположения, связано ли это с их личными отношениями, внутренней динамикой внутри BTS или, возможно, с чем-то более масштабным, что никогда не раскрывалось публике. Очевидцы с места событий описали резкое изменение атмосферы после того, как Тэхён начал говорить. До этого зал наполняли аплодисменты и вспышки камер, однако, когда он сделал глубокий вдох и начал свою речь, атмосфера замерла. Простыми, но весомыми словами он произнес фразу, которая вызвала слезы у нескольких фанатов в первом ряду. На видео, распространявшихся по залу, видно, как его глаза наполняются слезами, голос слегка дрожит, а долгая пауза лишь усиливает эмоциональное напряжение. Иногда мы слишком молчаливы, даже если наши сердца уже полны, но сегодня вечером я больше не хочу молчать. Видеозапись заявления Тэхёна быстро стала вирусной. Эти слова не звучали как часть продвижения песни или типичное приветствие. В его тоне чувствовались утрата, разочарование и честность, редко проявляемая на публике. Вскоре после заявления социальные сети заполонили домыслы. Тысячи поклонников пытались понять смысл этих слов. Некоторые считали, что это искреннее признание Тэхёна о недавнем эмоциональном отчуждении между ним и Чингуком. Другие связывали это со слухами вокруг BTS, начиная от внутренних конфликтов и заканчивая давлением со стороны руководства. Присутствие Чингука в Лос-Анджелесе добавило еще один слой таинственности. По сообщениям местных СМИ, он прибыл в Лос-Анджелес за 2 дня до мероприятия. Изначально ходили слухи, что он приехал туда, чтобы сделать фотографии и встретиться с несколькими деятелями американской музыкальной индустрии. Однако его присутствие в одном городе с Тэхёном в этот решающий момент вызвало вопросы: было ли это совпадением или же существовала более глубокая связь? Несколько анонимных источников утверждали, что Чингук выглядел мрачным после того, как разоблачения стали достоянием общественности. Один свидетель даже рассказал, что он рано покинул важную встречу с непроницаемым выражением лица. Появились домыслы, был ли Чингук обижен, печален или, возможно, виноват? Развлекательные СМИ в Южной Корее и за рубежом начали проводить журналистские расследования. Они попытались связаться с HYBE, агентством, управляющим BTS, но пока официального заявления не последовало, это молчание лишь подогрело любопытство общественности. Многие считают, что если бы заявление было незначительным, агентство вскоре опубликовало бы разъяснение, однако аналитики поп-культуры считают этот момент одним из самых эмоциональных в истории BTS. Группа всегда славилась своим позитивным имиджем и избеганием публичного обсуждения внутренних проблем, однако признание Тэхёна в Лос-Анджелесе нарушило эту традицию, обнажив нечто глубокое, что долгое время хранилось в тайне. Для ARMY это было больше, чем просто драма между участниками группы. Они испытывали глубокую боль из-за Тэхёна, из-за Чингука. Многие фанаты признались, что плакали, смотря видео с признанием, не только от грусти, но и потому, что чувствовали искренность и смелость Тэхёна, когда он говорил об этом.
Они опасались, что дружба и профессиональные отношения, которые они строили более 10 лет, сейчас находятся на критическом этапе. Всех мучил вопрос, ответит ли Чингук публично или предпочтет свое обычное молчание, столкнувшись с деликатными слухами. Учитывая его склонность скрывать личные вещи, следующий шаг Чингука определил бы направление этой истории. Тем временем Лос-Анджелес оставался в центре внимания, за каждым шагом Тэхёна и Чингука пристально следили СМИ и фанаты. Отель Чингука даже был усиленно охранялся, чтобы избежать скопления людей. На нескольких фотографиях папарацци он был один на подземной парковке в черной толстовке с капюшоном и маске, словно пытаясь избежать внимания. Но среди волны эмоций и потока домыслов правда начала выходить наружу. После более чем 24 часов слухов, видеоклипов и смелых интерпретаций наконец-то появились некоторые факты. Информация от официальных источников и заинтересованных сторон опровергла версию о том, что признание Тэхёна в Лос-Анджелесе разбило сердце Чингука. Первое разъяснение поступило от представителя HYBE, который, наконец, выступил после возросшего общественного давления. В письменном заявлении агентство подчеркнуло, что замечания Тэхёна, которые были вырезаны и распространены в социальных сетях, на самом деле были частью непринужденного общения с фанатами, а не эмоциональным высказыванием в адрес Чингука. Они объяснили, что изначально контекст его высказываний был о личном опыте Тэхёна, связанном с давлением на работе, и о том, как он научился более открыто говорить с ARMY. К сожалению, некоторые отредактировали и вырезали видео, создав ложное впечатление. Оно не имело никакого отношения ни к Чингуку, ни к внутреннему конфликту в BTS. Это заявление подтверждается полной записью мероприятия, опубликованной организаторами. В почти часовом видео ясно видно, что вирусный момент был лишь небольшой частью непринужденной сессии вопросов и ответов. До того, как его высказывания были вырезаны, Тэхён рассказал, что часто скрывал личные истории, потому что считал их неуместными для публичного обсуждения. Позже он сказал, что в тот раз хотел быть немного честнее собой, заявление, которое, если рассматривать его целиком, на самом деле звучит позитивно и вдохновляюще. После мероприятия несколько фанатов поделились другими видео, на которых Тэхён улыбается, шутит и тепло общается с аудиторией. Не было никаких признаков того, что он испытывал эмоциональное потрясение по отношению к Чингуку. На самом деле, через несколько часов после мероприятия Тэхён опубликовал в Instagram Stories фотографию ночного Лос-Анджелеса, сопроводив ее эмодзи в виде сердца, жестом, указывающим на хорошее настроение. Тем временем присутствие Чингука в Лос-Анджелесе, по-видимому, было связано исключительно с посещением деловой встречи с международной творческой группой и записью короткого видео для пока не анонсированного проекта сотрудничества. Его график был плотным и не пересекался с мероприятием, которое посещал Тэхён. На самом деле, по словам его менеджера, у Чингука не было времени смотреть прямую трансляцию, потому что он был в студии звукозаписи. Чингук узнал о вирусной новости только на следующий день. Он был шокирован широким толкованием и немедленно связался с Тэхёном, чтобы убедиться, что все в порядке. Они посмеялись над тем, как легко можно исказить заявление в социальных сетях. Это перекликается с постом Чингука на Уиверс через несколько часов после публикации разъяснений HYBE. Он написал, что у него с Тэхёном все хорошо, попросил фанатов не волноваться и напомнил ARMY всегда проверять информацию из официальных источников, прежде чем верить новостям. Он также добавил, что слухи не только навредили ему и Тэхёну лично, но и повлияли на команду, готовящуюся к новому проекту BTS. Эта серия фактов доказывает, что новость о том, что признание Тэхёна разбило сердце Чингука, была просто недоразумением, усугубленным вирусным видео без контекста. Социальные сети, которые часто служат площадкой для самовыражения фанатов, сыграли значительную роль в ускорении распространения ложной информации. Многие аккаунты с миллионами подписчиков репостнули клип с драматичными подписями без подтверждения. Этот феномен не новинка в мире развлечений, особенно для таких известных публичных личностей, как BTS. Их огромная популярность делает каждый шаг объектом внимания, создавая благоприятные условия для распространения дезинформации. Для некоторых фанатов, уже вовлеченных в эту историю, поиск разъяснений был непростой задачей.
Сдерживаемые эмоции, которые они испытывали с самого начала, создавали у них ощущение причастности к истории, которая оказалась ложной. Однако в конечном итоге правда должна восторжествовать. Многие армии осознали важность осторожности и критического отношения к информации, даже если источник кажется убедительным. Этот опыт стал ценным уроком не только для фанатов, но и для СМИ и всех сторон, участвующих в распространении информации. Он напомнил, что одно предложение, вырванное из контекста, может кардинально изменить смысл, создать конфликт там, где его не было, и причинить ненужную эмоциональную боль. Теперь, после разъяснений, ситуация успокоилась. Тэхён возобновляет свою деятельность в Лос-Анджелесе, как и планировалось, а Чингук возвращается к своим музыкальным проектам. Они продолжают демонстрировать теплые отношения, которые были у них много лет. Поклонники теперь переключают внимание на позитивные вещи, такие как камбэк BTS и индивидуальные проекты каждого участника группы. Этот случай служит напоминанием о том, что в цифровую эпоху, когда информация распространяется по всему миру за считанные секунды, ответственность за проверку истины лежит на каждом человеке. Не все, что кажется драматичным на экране телефона, отражает реальность. Иногда самые сенсационные истории – это просто неверные толкования, и единственный способ узнать наверняка – это ознакомиться с полным контекстом из достоверного источника. В то время как миллионы поклонников были тронуты до слез и охвачены историями, которые оказались ложью, этот инцидент положил начало здоровой дискуссии о важности проверки информации, защиты личной жизни артистов и приоритета сочувствия над домыслами. Тэхён и Чингук, две фигуры, которые уже давно вдохновляют, в очередной раз доказали, что дружба и профессионализм способны выдержать бурю слухов, пока правда остается главным фундаментом.